Всем большой привет, добро пожаловать на канал. Хочу показать вам сегодня юбку, которую я сшила вчера буквально за час. Это трикотажная юбка, прямая, шьется довольно-таки просто и быстро. И даже если вы только начинаете шить, я думаю, что без проблем сошьете такую юбку. Я также записала видео с пошивом юбки, подробно рассказала, как ее можно шить. Юбка шьется без выкройки, также можно шить на швейной машине, трикотажным швом можно шить, либо зигзагом, в общем, на ваше уже усмотрение, как вам больше нравится. Еще хочу сказать, что юбка такая классическая, можно надеть ее в принципе с любой одеждой. Я вот примеряла с футболкой, можно также надеть с кроссовками, с ботинками в любое время года. И я думаю, что такая юбка будет актуальна всегда. Значит, для того, чтобы сшить юбку, также нужно снять определенные мерки. И сейчас в видео я уже подробнее расскажу. Также покажу юбку, примерю ее на себя. Если такое видео вам будет полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Будут вопросы, пишите. Итак, давайте начнем. Значит, юбку я буду шить из ткани, которая у меня осталась после пошива платья. Из этой же ткани я шила платье по выкройке Грассер. Ссылку на пошив платья я также оставлю внизу в описании. Если вам будет интересно, то можете перейти и посмотреть. Значит, состав ткани у меня 65% вискоза и 35% полиэстер. Ткань довольно-таки плотная, по-моему, плотностью 300 грамм. Также растягивается, но растягивается не так хорошо, как обычный футер, к примеру. Значит, сейчас я буду выкраивать детали юбки, буду выкраивать сразу на ткани. Также для пошива юбки необходимо снять такие мерки, как обхват талии, обхват бедер, длина юбки и высота от талии до бедра, до выпуклой части, получается, где начинается бедро, до самой выпуклой части. Я уже сняла все мерки и добавила к обхвату талии, полностью ко всему обхвату талии добавила 3 сантиметра, так как ткань у меня не очень хорошо растягивается, и чтобы я могла снять юбку через ноги. Также к обхвату, ко всему обхвату бедер я добавила 2 сантиметра. Теперь для того, чтобы выкроить переднюю деталь юбки, складываю ткань пополам. Это у меня будет 1/4, получается, детали юбки. Складываю ткань пополам, сбоку у меня идет сгиб. Отмечаю сразу сверху вниз, откладываю, это будет длина юбки. Также необходимо в эту длину добавить внизу на подгиб 3-4 сантиметра, на подгибку внизу, и также 1 сантиметр добавить на припуск вверху, так как я вверху буду притачивать пояс. Теперь в сторону откладываю 1/4 обхвата талии. Также я сказала уже, что к талии я добавила, ко всему обхвату добавила 3 сантиметра. И также необходимо добавить по 1 сантиметру с одной и с другой стороны. Получается, откладываю 1/4 обхвата талии, затем опускаюсь вниз, ставлю такую отметку, это высота бедра, это вот это расстояние от талии вниз до бедра, ставлю отметку. И теперь в сторону откладываю, также рисую горизонтальную линию, это будет 1/4 обхвата бедер. Ставлю отметку и теперь соединяю плавные линии, получается, провожу плавную линию от талии вниз до бедра, это будет боковая линия, линия бока. Затем провожу вниз вертикальную линию до нижнего среза. Внизу я хочу юбку немного заузить, получается на 1 сантиметр с одной и с другой стороны, поэтому она будет заужена с одной и с другой стороны, так как у меня ткань сложена вдвое. Откладываю, получается, сбоку также 1 сантиметр и рисую, соединяю, получается, бедро с нижним срезом.
Также вверху еще необходимо отступить от верхнего среза 1 сантиметр и нарисовать вот такую плавную линию. Соединить, получается, плавной линией от сгиба и получается, до боковой линии. Выкройка моя уже готова. Теперь вырезаю переднюю деталь юбки. Теперь складываю ткань также вдвое. Сбоку у меня идет сгиб. Прикалываю булавками уже готовую переднюю часть юбки. Также, получается, она у меня сложена пополам. И выкраиваю заднюю деталь юбки. Вот такие получились у меня две детали, передняя и задняя. Теперь складываю две детали лицом к лицу, скалываю булавками по боковым срезам и стачиваю на оверлоке. Теперь выкраиваю деталь пояса. Значит, пояс у меня будет состоять из двух частей, так как у меня не хватает ткани для того, чтобы выкроить один цельный пояс. Вы можете сделать один цельный, если у вас достаточно ткани. Значит, ширина пояса у меня будет 9 сантиметров, так как ширина резинки у меня получается 3,5, по-моему, сантиметра. И окружность пояса, длина пояса будет равна окружности верхнего среза юбки. Теперь складываю пояс лицом к лицу, стачиваю вдоль короткого среза, и также необходимо оставить небольшое отверстие, которое будет находиться внутри пояса, для того, чтобы потом вдеть в это отверстие резинку. Пояс у меня уже готов, также необходимо его сложить пополам и приутюжить. Теперь прикалываю пояс по отметкам к юбке, к верхнему срезу юбки. Совмещаю отметки. Я также поставила отметки на поясе, прикалываю юбку и притачиваю на оверлоке. Я уже пришила пояс и теперь продеваю, получается, через оставшееся отверстие резинку. Затем примеряю юбку и смотрю, чтобы мне было комфортно, да, чтобы она хорошо сидела на талии. Закрепляю резинку и стачиваю ее в кольцо. Юбка моя уже практически готова. Мне осталось только обработать низ на юбке. Я обработала низ юбки уже на оверлоке и теперь подворачиваю вовнутрь на 3 сантиметра, приутюжу и подошью просто ручными стежками, так чтобы незаметно было с лицевой стороны. Значит, хочу еще обратить внимание, что когда вы будете выкраивать переднюю и заднюю деталь юбки, необходимо вот этот переход от бедра к талии сделать таким более плавным, нарисовать такую плавную линию и затем точно так же стачать, получается, по боковым швам, чтобы переход от талии к бедру был плавным, а не резким. Потому что после того, как я выкроила переднюю и заднюю деталь юбки, я их сметала, примерила, и у меня по бокам немножко вот эти места, они некрасиво торчали, поэтому мне пришлось выровнять, сделать более плавный этот переход,
для того, чтобы юбка хорошо лежала на бедрах. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что это видео было вам полезным, поэтому шейте, не бойтесь. Юбка довольно-таки простая, также юбка практичная, носибельная. Я думаю, что в любом случае она пригодится в вашем гардеробе. Будут вопросы, пишите, я постараюсь на них ответить. Ставьте палец вверх, если это видео было полезным. Подписывайтесь на канал. На этом все. Я хочу с вами попрощаться. Всем пока.